270. Ленточка для перепуска. Традиционно начинаем с обзора самого набора. Первое, что стоит отметить, это жесткий пластиковый блистер. Такая упаковка гарантирует сохранность мелких деталей при пересылке. Внутри понятная инструкция и лист декалей с подробными техническими надписями. Сами элементы ракеты, как и большинство новинок от Temp Models, выполнены методом высокоточной 3D-печати. Качество поверхности на высоте, никакой слоистости, все очень чисто и готово к работе. Сами ракеты поставляются на двух отдельных платах. Корпус разделен на две части, при этом хвостовая часть выполнена отдельным элементом. Такое членение значительно упрощает покраску и позволяет добиться идеальной стыковки без потери мелких деталей. Также в комплекте идут два защитных колпака на головке самонаведения. Это отличный бонус для тех, кто планирует оживить модель на стоянке. С ними ракета выглядит максимально аутентично и технически завершенно. Особого внимания заслуживают рули в хвостовой части. Производитель дает нам выбор. Часть рулей можно сделать как в сложенном, так и в разложенном положении, что позволяет реализовать различные варианты конфигурации ракеты, что всегда приветствуется в масштабном моделизме. В дополнение к этому в наборе идут два авиационных катапультных устройства, что избавляет от необходимости дорабатывать стандартные детали и гарантирует отличную детализацию всего узла подвески. Ну а теперь, когда мы изучили содержимое, переходим к подготовке деталей. Здесь нас ждет самый приятный момент. Детали отделяются от поддержек буквально на щелчок. Полимер достаточно пластичный и при этом стабильный, поэтому большинство элементов можно снять даже без использования острого инструмента. А вот рули я решил пока полностью не снимать с поддержек. Вместо этого я просто разделил общую платформу на отдельные элементы. Это небольшая хитрость для удобства при дальнейшей работе. Так гораздо проще держать детали во время грунтовки и покраски, не рискуя повредить их пинцетом или вовсе потерять. Перед покраской остается лишь минимальная обработка мест соединения поддержек. Их совсем немного и зачистка занимает считанные минуты. Но самое приятное — это стыковка двух половин корпуса ракеты. Те, кто работал с прошлой версией этого набора в литье, помнят, сколько сил уходило на то, чтобы вывести детали в плоскость, соединить их без ступенек, а потом долго шпаклевать и вышкуривать шов. Здесь же все иначе. Благодаря точности 3D-печати нам достаточно легкой притирки элементов друг к другу. Детали садятся идеально, что практически избавляет нас от малярных работ по исправлению стыка и в разы облегчает подготовку модели. Ну и переходим к покраске. Вместо стандартного грунта я сразу заливаю детали черным глянцем от Хаси. Тут все просто. В окраске R37M много металла, а под любой нормальный металлик нужна хорошая черная глянцевая подложка. Только так можно получить адекватный вид металла, а не серую краску. Глянец на этот полимер ложится отлично, дает нужную поверхность, так что дальше можно спокойно работать с основными цветами. Красить буду обе ракеты, но в разных вариантах. За базу для первой возьму изделие из ролика Рособоронэкспорта. Правда, судя по антеннам радиовзрывателя, это скорее всего выставочный вариант. Вторую же буду делать максимально приближенной к строевым бортам, которые работают сейчас. Информации по ним крайне мало, реальных референсов в сети почти нету, поэтому приходится высматривать детали на стоп-кадрах видеохроники. Чтобы корпус ракеты не выглядел однотонным, нужно создать неравномерную подложку под основной цвет. Для этого на черный глянец я наношу жидкость для сковов, а сверху закрываю все темным алюминием от алклада. После этого аккуратно проходимся кистью с водой, и такой прием даст нам нужную неоднородность и глубину покрытия. В итоге, когда мы перекроем это финальными слоями, фактура будет выглядеть как реальный металл с его естественными нюансами. Для получения основного цвета корпуса я использую смесь из трех металликов. Наносим состав тонкими полупрозрачными слоями поверх нашей подложки. Задача здесь не просто залить все краской, а поймать тот самый специфический оттенок с легким коричневым отливом, который характерен для реальных изделий. Благодаря предварительной подготовке через основные слои проступает неоднородность металла, что дает отличный визуальный объем и реализм. Чтобы еще больше усилить неоднородность металла, я использую черные чернила от Валеха. Сильно разбавляю и хаотично наношу кистью прямо на основной цвет. Эти потеки и пятна создают эффект играющего на свету металла. После высыхания чернила дают очень тонкие полупрозрачные фильтры, которые окончательно связывают все слои в единую и живую фактуру.
Теперь дорабатываем хвостовую часть. Для первого варианта я крашу окошки в светло-серый цвет, как на видео от Рособоронэкспорта. Для строевой же ракеты использую классический серый радиопрозрачный от Акана. Внешнюю обечайку соплового блока красим серым с добавлением пары капель алюминия от Хаси. Это нужно, чтобы получить эффект, похожий на молотковую эмаль, когда это уже не просто глухой серый цвет, но еще и неявный металлик. А внутри соплового блока все просто заливаем черным цветом. В центральной части корпуса в районе оперения ракета красится в характерный голубой цвет. Это, пожалуй, самый узнаваемый элемент в облике Р-37М. Что касается оперения, на строевых ракетах здесь часто заметно побежалось металла, но из-за того, что детальных фотографий этих узлов в сети крайне мало, я не стал рисковать и делать этот эффект на глаз. В итоге решил красить оперение так же, как на выставочном варианте ракеты. Для этого этапа я использовал супер титаниум от Mr. Color, чтобы поверхность не смотрелась монотонно, сверху добавил полупрозрачные пятна чернилами от Валеха. На месте перехода от головки самонаведения к аппаратурному отсеку отчетливо видны характерные следы сварки. Это важная конструктивная особенность, которую мы подчеркнули при окраске. Такой акцент на стыке отсеков сразу добавляет модели реализма и делает ее похожей на настоящий агрегат, а не на цельнолитую деталь. Для имитации этих следов я также использовал черные чернила от Валеха. Наношу их точечно, чтобы подчеркнуть фактуру соединения. Это простой, но эффективный способ выделить конструктивный шов. Обтекатель головки самонаведения крашу в белый цвет, используя C156 от Mr. Color. Далее важный нюанс по матчасти для строевой ракеты. Аппаратурный отсек и боевая часть визуально разделены на две зоны с разными оттенками металла. Чтобы передать этот контраст, я использую цвет оружейной стали от Хаси. Развожу его очень жидко до состояния фильтра и аккуратно накладываю на переднюю часть отсека. Далее, согласно референсам, выделяем антенны радиовзрывателей и остальные элементы аппаратурного отсека. Далее окрашиваю короб, который идет вдоль всего корпуса. Также прорабатываю узлы подвески к авиационному катапультному устройству. Это важные технические элементы, которые должны быть четко выделены перед финальной сборкой. Не забываем изобразить сварной шов, который проходит возле антенны радиовзрывателя. Стыки между отсеками деталь очень заметная, поэтому я выделяю их хромом. Блестящие кольца на фоне темного корпуса отлично подчеркивают сложное устройство ракеты. С этим акцентом модель перестает выглядеть монотонной. Колпаки крашу в красный C3 от Mr. Color, а для авиационных катапультных устройств просто намешиваю базовый серый цвет. Теперь время заняться рулями хвостовой части. Для начала покрываю их супер титаниум от Mr. Color. Это даст нам правильную металлическую основу, на которой потом будем выводить остальные эффекты. Характерную пятнистость на рулях, которую мы видим на фото, я имитирую смесью растворителя и черных чернил от Валеха. Растворитель дает нужную текучесть, позволяя краске самой распределиться по металлу случайными пятнами. В итоге получаем тот самый нужный нам эффект. На рулях есть зоны с ярко выраженным блеском, это механизм складывания. Чтобы выделить их на общем фоне, я использую полированный алюминий от АК. Заканчиваем с основной покраской и переходим к смывке. Делаю ее именно сейчас, до нанесения технички, чтобы лак и подложка декалей не забили расшивку. Думаю, не стоит напоминать, что перед этим этапом все детали необходимо закрыть глянцевым лаком. Это обеспечит смывке правильную текучесть. Сам состав я выбрал довольно контрастный. На металле нам нужно четко проявить каждый стык панелей и ряд заклепок, чтобы сложная конструкция изделия была видна как на ладони. Переходим к техничке. Хотя производитель дает в комплекте внушительный объем надписей, я нанес только те, что удалось рассмотреть на реальных фотографиях строевых ракет. Из основного это маркировка на обтекатель головки самонаведения, метки на лючки, бортовые номера и линии раздела отсеков. Также в наборе есть декали на сами рули, которые отлично дополняют хвостовую часть. Здесь есть важный нюанс по матчасти. Будьте внимательны в центральной части корпуса. Линия раздела там проходит строго по ряду клепки, а не по краю хромированной вставки. Теперь добавим еще больше деталей. На реальных ракетах розовый герметик присутствует не только на антеннах радиовзрывателей, но и на рядах клепки в местах соединения отсеков.
Чтобы это достоверно сымитировать, я предварительно подготовил поверхность. С помощью пробойника нужного диаметра сделал небольшие углубления вокруг каждой заклепки. В дальнейшем это позволит краске лечь именно туда, куда нужно, создавая эффект заводской герметизации узлов. Далее нанес герметик на антенны радиовзрывателей, а также выделил узел соединения ракеты с авиационным катапультным устройством. За кадром я провел окончательную сборку. Она не составляет никакой сложности. 4 руля просто вставляются в свои посадочные места. В завершении покрыл все полуматовым лаком, который окончательно выровнял все слои и придал ракете нужную фактуру. Ну а теперь смотрим готовый результат. Данные ракеты, как и многие другие дополнения нашей компании, вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Все товары всегда есть в наличии, а доставку мы осуществляем по всему миру. Спасибо большое всем нашим подписчикам и зрителям за просмотр. Для нас очень важна ваша обратная связь, поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этом наборе или какие еще дополнения хотели бы увидеть в будущем. Не забывайте про лайк и подписку, и всем вам удачных сборок и до новых встреч!